Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМЖ Натан. Друзья, я продолжаю делиться с вами всеми тонкостями изготовления бандарной посуды, и в сегодняшнем видео хочу подробно рассказать и показать вам, как необходимо обрабатывать уторы деревянных бочек для дальнейшей установки днищ. Обработка уторов деревянной бочки включает в себя несколько этапов. Во-первых, это обработка внешней поверхности деревянного бочонка. То есть нам необходимо из многоугольника, который у нас образуется при стягивании. Клепка у нас плоская. Соответственно, каждая клепочка при складывании в пазл будет образовывать многоугольник. Для последующей внутренней обработки утора деревянной бочки нам необходимо сгладить углы между клепками, то есть из многоугольника сделать окружность. Для этого мы можем использовать гриндер, можем использовать угловую шлифмашинку. Зачистить внешнюю поверхность бочки, таким образом подготовить для дальнейшей обработки внутренней части деревянного бочонка. В чем заключается данная обработка? В процессе изготовления деревянной бочки, несмотря на то, что каждая клепка у нас откалибрована по толщине, все равно после обжига, после стягивания клепки с внутренней стороны немножко, так скажем, несоосны. Это связано с тем, что какая-то клепочка сильнее подгорела, какая-то при стягивании стала чуть глубже, ну или какая-нибудь еще другая причина. Поэтому нам необходимо сделать идеальную окружность, при этом, чтобы толщина каждой клепки была одинакова. Для таких целей я использую фрезер, параллельный упор с обкаточным колесиком и несколько фрез. Для того, чтобы выровнять внутреннюю поверхность утора, я использую вот такую пазовую фрезу с рабочей высотой 40 мм, диаметром 20 мм и диаметром хвостовика 12 мм. С помощью такой фрезы я обрабатываю на необходимую глубину внутреннюю часть утора деревянного бочонка. В начале обработки нам необходимо найти клепку с наименьшей толщиной. Мы размещаем наш фрезер напротив клепки с наименьшей толщиной, подгоняем фрезу, затягиваем винты на параллельном упоре и обрабатываем внутреннюю часть утора деревянной бочки. Таким образом мы выравниваем по данной толщине все остальные клепки. Разница в обработке бочек большого и маленького объема заключается только лишь в использовании вот такого самодельного приспособления. Данное приспособление самодельное фиксируется на заводских штангах параллельного упора с помощью вот таких винтов. Также в приспособлении имеется вот такой небольшой изгиб. Он сделан для того, чтобы фреза работала чуть-чуть под углом поверхности клепки. И таким образом фреза сразу работает по всей рабочей высоте. Выравнивание клепки идет с минимальным съемом материала. То есть это просто дополнительная опора, которая ложится у нас на противоположную сторону бочки. Если нет такого приспособления, можно использовать просто одну или две трубки, которые чуть подлиннее. Надеваем, удлиняем, так сказать, штангу параллельного упора, делаем упор на противоположную сторону бочки и аналогично обрабатываем внутреннюю часть утора бочки большого объема. В результате я получаю
абсолютно одинаковые по толщине клепки. И теперь можно приступать к нарезанию уторного паза. Как узнать, на какую глубину необходимо обрабатывать? При изготовлении своих деревянных бочек я пользуюсь вот такой небольшой таблицей. Таблица сделана мною лично. Она немного отличается от ГОСТа 8777 80-го года. И в данной таблице, в зависимости от размеров деревянной бочки, указаны все размеры, необходимые для ее изготовления. Из данной таблицы я беру необходимые значения. Для бочки объемом 5-8 литров расстояние от края бочонка до уторного паза равно 15 мм. Ширина самого паза равна 3 мм. То есть в сумме у нас получается 18 мм. Для того, чтобы беспрепятственно нарезать уторный паз, нам необходимо обработать внутреннюю часть утора как минимум миллиметров хотя бы на 20. То есть я обрабатываю уторы бочонка объемом 6 литров на глубину где-то примерно 20-22 миллиметра. Только после этого без проблем можно нарезать уторный паз. И для нарезания уторного паза я использую следующую фрезу. Это фреза для нарезания боковых пазов. Рабочая высота 3 мм, диаметр рабочей части 33 мм и диаметр хвостовика 8 мм. На данную фрезу я установил обкаточный подшипник, но учитывая то, что нужного мне диаметра внешней обоймы найти не удалось, я выточил из полиамида обкаточную втулку. Диаметр обкаточной втулки 27 мм. Поэтому разница между рабочим диаметром фрезы и втулкой составляет 6 мм, то есть по 3 мм на сторону. Это и дает возможность нарезать при движении обкаточного колеса по внутренней части утора уторный паз глубиной и шириной 3 мм. Ну и последняя фреза, которая нам на сегодня необходима, это фальцевая фреза для снятия полукруглых фасок. В результате обработки получается полукруглая красивая фаска, и бочка выглядит довольно симпатично. И теперь можно приступать к следующему этапу изготовления деревянных бочек, а это изготовление днища. Вся разница в изготовлении днищ на маленькие и большие бочки заключается лишь в диаметре днища, количестве и ширине клепок и инструменте, который мы используем. Кстати, ширину клепок для изготовления днища мы можем тоже взять из того же ГОСТа 8777. В данной таблице мы видим, что для бочек объемом 5-8 литров ширина клепки днища составляет от 40 до 85 мм при минимальной толщине 12 мм. Но скажу вам честно, 12 мм днище получается очень тонкое и бочка довольно хрупкая. Я использую как минимум 14-15 мм. Для бочки же объемом 50 литров ширина клепок равна 50-165 мм и толщина 19 мм. Перед изготовлением днищ каждую клепку необходимо пропустить через рейсмус, добиваясь одинаковой толщины. Также нам нужно обработать на фуганке боковую грань каждой клепки, стараясь сделать тут 90 градусов.
Для того, чтобы в последующем соединить клепки между собой, используя металлические или деревянные направляющие. Я использую металлические направляющие, сделанные из нержавеющего прутка диаметром 2 мм. Можно использовать и деревянные шканты, но там есть свои нюансы. При сверлении отверстий под шкант нам нужно соблюдать особую точность, так как уход в сторону хотя бы на миллиметр приводит к тому, что клепки встают несоосны между собой, то есть встают вот в таком положении. И привести их в одну плоскость довольно проблематично. При использовании металлических направляющих требования к точности сверления намного меньше, и на крайний случай можно подогнуть в любой момент направляющую, чтобы сделать соосными две клепки, то есть выровнять их в одной плоскости. Учитывая то, что я делаю направляющие из нержавеющей стали, штифты не ржавеют, никоим образом не влияют на вкус напитка, а днище получается довольно крепкое. Для того, чтобы изготовить днище на деревянную бочку, нам для начала нужно измерить диаметр этого днища. Измерить диаметр днища можно с помощью обычного циркуля. Мы знаем, что длина окружности у нас равна 6 радиусам. То есть выставляем примерный радиус на циркуле. На бочонке намечаем начальную точку. Ставим в нее на дно уторного паза ножку циркуля и ровно через 6 шагов ножка циркуля должна четко попасть в начальную точку. Нам необходимо измерять до тех пор, пока мы не добьемся точного попадания ножки циркуля в начальную точку через 6 шагов. Только в этом случае диаметр днища у нас будет точным, днище без проблем встанет в остов деревянной бочки и бочка не будет протекать. Измерив диаметр днища, можно приступать к изготовлению донного щита. Донный щит – это соединенные между собой клепки для изготовления днища. Ранее откалиброванные, как я уже сказал, на рейсмусе, с обработанной на фуганке боковой поверхностью, мы соединяем клепки для днища и наносим места для соединительных штифтов. После нанесения меток, используя обычный шуруповерт и сверло диаметром 2 мм, я сверлю отверстия под направляющие штифты. Просверлив отверстия под штифты, из металлического прутка нержавеющей стали диаметром 2 мм я делаю направляющие штифты примерно миллиметров 35 длиной и устанавливаю их в клепки для днища. Просверлив отверстие и установив штифты на крайнюю клепку днища, нам необходимо нанести метки и просверлить отверстие в ответной клепке, то есть в следующей. Чтобы точно просверлить ответные отверстия, я просто следующую клепку придвигаю к первой, у которой уже установлены штифты, и немножко давлю. Таким образом, нанося метки торчащими штифтами на второй клепке. Потом аналогично просверливаю отверстие в следующей клепке и далее соединяю две клепки между собой. Соединив все клепки между собой, то есть полностью закончив изготовление донного щита, можно нанести контур будущего днища. После нанесения контура можно выпилить днище, используя электрический лобзик.
Или же использовать ленточную пилу для этих целей. Или на крайний случай выпилить днище, используя ручную лучковую пилу. После вырезания днища, допустим, это днище на эту маленькую бочку, нам необходимо сделать фаску на этом днище с обеих сторон. При снятии фаски нам необходимо оставить посередине днища вот такую кромочку. Кромка шириной 2 мм. То есть при ширине уторного паза в 3 мм ширина нетронутая должна остаться как минимум 2 мм. Согласно нормативного документа, именно ГОСТа 8777, угол при вершине фаски должен соответствовать значению 105 градусов. Данное значение мы можем получить только в том случае, если с одной стороны мы будем снимать фаску, используя фрезу с углом 30 градусов, с обратной стороны мы будем снимать фаску, используя фрезу 45 градусов. Только в этом случае мы можем достичь требуемого угла. Для использования и изготовления в домашних, так скажем, мастерских, я считаю, что это довольно нецелесообразно. Получение такого угла в домашних условиях требует частой замены фрез, а иногда и цанг, которые используем в фрезерных устройствах, или же наличие отдельных двух фрезерных столов. Но это актуально только при большом количестве изготавливаемых бочек. При изготовлении своих деревянных бочек я использую один фрезерный стол и одну фрезу. Фреза имеет угол 60 градусов. То есть после обработки и снятия фаски с обеих сторон угол при вершине у меня равен 60 градусам. Можно использовать фрезу с углом 45 градусов. В результате обработки у вас при вершине фаски получится угол 90 градусов. В принципе, ничего страшного в этом нет, но есть один нюанс. При установке днища в уторный паз, чем больше угол при вершине фаски, тем хуже днище встает в уторный паз. То есть тем сильнее нужно набивать каждую клепку на фаску днища, чтобы вот этот торец достал до дна уторного паза и таким образом обеспечил герметичность деревянной бочки. Я думаю, что угол 105 градусов был разработан с тем условием, что уторный паз имел форму не П-образную, скажем так, а форму треугольника. Для этого использовались вот такие фрезы, то есть в профиль у нас получается форма треугольника. Только в этом случае днище с фаской под углом 105 градусов у нас обеспечит полную герметичность. Честно скажу, при изготовлении своих бочек, несмотря на угол в 60 градусов, протеканий по торцам у меня не было. Итак, после изготовления днища мы можем приступать к установке днища в остов деревянной бочки. Для этих целей нам нужно снять уторный обруч и ослабить или снять пуковый. Вставив днище, нам необходимо
легонько набить каждую клепку на фаску деревянного днища. И вновь добиваем обручи. После установки одного днища аналогично мы изготавливаем и устанавливаем второе днище. Установив оба днища в остов деревянной бочки, можно приступать к измерению диаметра чистовых обручей, изготовления обручей и окончательной сборки деревянного бочонка. О том, как измерить, из какого материала и как сделать металлический обруч, я расскажу вам в следующем видео. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!